Эти дни связаны с несколькими событиями. Ну, первое событие – это ГКЧП, которое сделало попытку перевернуть страну, сделать переворот не только в руководстве Советского Союза, а, на наш взгляд, прежде всего, сделали попытку уничтожить власть Российской Федерации. Я не знаю, физически или не физически, политически, но, во всяком случае, щупальцы этих ГКЧПистов были направлены на то, чтобы приостановить и прекратить всякие поползновения к реформированию и политическому, и экономическому со стороны Российской Федерации. Второе событие – то, что 22 числа решение Верховного Совета было принято постановление о национальном флаге Российской Федерации. Еще не государственный, но национальный флаг. Для нас это немножко больная была тема, потому что, если кто помнит, 23 мая Миша Астафьев на съезде народных депутатов принес, мы сидели рядом с ним, принес и поставил вот так российский флаг триколор. Горбачев Михаил Сергеевич сидел на балкончике, значит, дал какую-то команду, и понеслось. Казаков организовал такой моральный штурм на этот флаг и на организаторов. Вот. Но это была одна из потасовок, которая произошла на съезде народных депутатов. Я даже вот прочитаю по стенограмме вам. Калашников выступает первым. Он отреагировал на выступление Казакова. Я глубоко убежден в том, а Калашников – это секретарь обкома, по-моему, Рязанского был. Да? Рязанского. Я глубоко убежден в том, что на нашей демократически обновляющейся законотворческой почве скоро сам вырастет достойный политический, правовой и государственный суверенитет. Вырастет и механизм народовластия. А вот если начать декларировать его сейчас, то он может оказаться недоношенным ребенком. И уж если мы присягнули, тут многоточие, значит, пауза, когда он получил сигнал, и уж если мы присягнули жить не по лжи, так давайте решать все по совести. Давайте перестанем вставать с мест и целовать руки тем, кто это, как это было вчера в зале, кто острее и хлеще, левее и радикальнее изложит вариант диктатуры России в Союзе Республик. И давайте уберем со столиков имперские флажки, товарищи депутаты-москвичи. Может быть, вы уже живете в монархическом государстве, но вы вспомните, что на вас смотрят не только зарубежные корреспонденты, но и наши российские избиратели. Товарищи, видимо, в этом зале кое-кому, это последовал выпад Казакова, не нравится, что съезд проходит в нормальном рабочем режиме. Об этом товарищ Калашников говорил. Поступила также записка от депутата Челябинской области, которую она просит огласить. Читаю: в зале, а также в рядах одной из делегаций появляются флаги, один флажок был всего, с символикой царской России. Считаем для себя оскорбительным присутствие данной символики в нашем зале и просим ее убрать. Возможно, инициаторы этого перепутали съезд депутатов России с очередным митингом. Просим огласить нашу записку и навести порядок в зале. Ну а дальше последовала угроза, что охранники Кремля, в случае, если флаг не уберут, сами наведут, так сказать, порядок. Вот мы с этими воспоминаниями, в общем-то, можете себе представить, в августе 1991 года, конечно, на ура встретили решение Верховного Совета и сами за него голосовали, сделать национальный флаг Российской Федерации, триколор, и как бы соединить прошлое России с его нынешним настоящим. Это была большая победа. Она вызвала большой эмоциональный прилив сил у людей, и особенно, так сказать, те, кто был на митинге, это был огромный митинг на площади около Белого дома, восприняли, конечно, это с большим успехом, с большой радостью. Надо сказать, что после этого появился закон о государственном флаге Российской Федерации, и этот день стал называться День флага Российской Федерации. Это праздник государственный, поэтому он тоже вписывается, так сказать, вот в эти дни событий августа 1991 года. Ну и последнее событие – это трагическое, безусловно, событие. Мы его тоже так же рассматриваем, хотя не видим особой, так сказать, вины Российской Федерации в этом. Наоборот,
Борис Николаевич и Верховный Совет способствовали всеми силами подписанию союзного договора, который должен был состояться 19 августа. Но ГКЧП не только сорвали подписание этого договора, но самое главное, значит, они создали атмосферу, при которой, начиная с 23 числа, союзные республики начали уходить из Советского Союза. Сначала это были декларации, потом это были референдумы, а потом это были уже действия, когда все республики, за исключением России и Белоруссии, фактически официально вышли из состава Советского Союза. Это трагический факт, но тоже связан с событиями августа 1991 года. Конечно, для нас постоянно является болью то, что погибли 3 молодых человека. Мы каждый год посещаем их могилы, и в этом году по плану тоже посетим их могилы, положим цветочки, положим венки, потому что это ребята, которые на самом деле остановили большую кровь. Если бы не было этого, к сожалению, могло быть очень все плохо. Я вспоминаю мой разговор из здания Белого дома с членом президиума Басиным Ефимом. Многие наши ребята вышли тогда на встречу танков, когда они второй раз вошли в город. И Басин, буквально ошеломленный тем, что происходит, по телефону говорил и дал возможность мне послушать. Стреляли трассирующими пулями. Танки не имели возможности остановиться, потому что впереди идущий останавливался, сзади его толкали. А самое главное, он по глазам посмотрел и сказал: знаете что, ребята, по-моему, наркотиками напичканы. Потому что с такой решимостью и с такой, в общем-то, целеустремленностью они шли по улицам Москвы. И не случайно, в общем-то, видимо, и произошла эта трагическая развязка. Вот мы вообще стараемся каждый год в том или ином виде проводить различные мероприятия. Мы – это общественный оргкомитет, который обычно создается на базе клуба «Народный депутат», на базе общественных организаций «Живое кольцо», «Защитники Белого дома», фондов всевозможных, так сказать, вот того, который возглавляет Лев Александрович, того, который возглавляю я, различных других общественных организаций. Мы создаем обычно общественный оргкомитет, который готовит и проводит мероприятия в эти дни. И в этом году мы подготовили такой план. Ну, не все, может быть, гладко у нас шло в процессе согласования, но в конце концов сегодня вроде бы точка поставлена. Мы будем проводить сегодня пресс-конференция. 19 числа будет научно-практическая конференция, посвященная этим событиям. Значит, мы пригласили большую группу народных депутатов тех лет, общественность Москвы и Подмосковья. Может быть, те, кто приедет из других городов, будем очень рады их присутствию. Значит, это будет 19 числа. 20 числа, значит, на пересечении Арбата и Садового кольца вечером в 20 часов будет панихида, которую проведет один из священников по поручению РПЦ. 21 числа мы посетим могилы наших ребят на Ваганьковском кладбище. После этого переместимся, положим венки и цветы к могиле Бориса Николаевича Ельцина, Ростислава Леопольдовича Ростроповича и Егора Гайдара. Это будет 21 числа. И пока не решен вопрос, может быть, будет большой концерт, который готовит Руслан Мирошник на Воробьевых горах. И 22 числа это, пожалуй, такое центральное, может быть, мероприятие, которое мы хотели бы провести. На пересечении Арбата и Садового кольца будет торжественный подъем флага, короткий митинг. И вечером будет шествие по Тверскому бульвару, выход на Пушкинскую площадь. И на Пушкинской площади мы предполагаем провести большой митинг, посвященный событиям, этим событиям 20-летней давности.